Ну да, сейчас все просто, если им что-то нужно, идут на склад и получают. Если они хотят есть, идут в столовую, их кормят, они едят. И сами участвуют в изготовлении этих вещей, в приготовлении этой еды, в добыче там каких-то ископаемых. Ну, если они нужны, потому что ископаемые там особо сейчас уже не нужны, все же синтезируется. Ну, ископаемые большей части успели прикончить к 2025 году. Ну да, и потом уже... Ну, синтезировать, ну, те, которые не прикончили, те, в общем, оставили в покое, слава богу. Мы очень много работали. Вообще, хочется сейчас какое-то сказать слово матерное, но вдруг это дети будут смотреть. Ну, в общем, очень много работали, жесть как много. Вот, и в какой-то момент даже пришлось, ну, мне лично пришлось прям устроиться на работу и прям в офисе поработать. Но это, правда, не очень долго продолжалось. Ну, пока у нас не стало получаться как-то альбом продавать, на это жить. Ну вот, но было весело. Ну, время от времени казалось, что мы вот всю жизнь так будем до старости такими звездами выходного дня, музыкантками, которые там ходят на работу. Или я тогда брала какие-то фрилансерские заказы, шила, ремонтировала штаны людям, делала расшифровки, в общем, какую-то такую ерунду. И казалось, что вот мы уже будем такие старые бабки и будем продолжать фигачить и заниматься музыкой только 2 дня в неделю. Но это изменилось, и мы вообще дико счастливы. Да, мы записали первый альбом, и вдруг спустя месяц оказалось, что его слушают просто все. Про нас стали что-то писать, просить интервью. И, ну, правда, я не знаю, как это работает. Нас никто не раскручивал, у нас не было на это вообще денег. Но это не значит, что на нас сразу вылились золотые горы. Наверное, это спустя несколько лет произошло. Так просто звучит. Вылились золотые горы. Как ты знаешь, типа, ну... Как будто это не золотые. Ну, в принципе, так и было примерно. Ну, да, как бы... И мы такие, ой, типа, а что делать с этим? Ну, как-то справились, конечно. Слава богу, что мы уже в тот момент были достаточно старые, чтобы не начать употреблять наркотики. Ну, вот спустя 5 лет примерно у нас наконец появилась возможность нанять менеджера. Вот вы видите ее за нашей спиной. Да. Вот эта замечательная белочка. Ну, только она сейчас стесняется, поэтому она делает вид, что она картина. Но на самом деле она отлично справляется. Просто хотя ее труд не всегда заметен, и мы такие все звезды, но во многом мы достигли того успеха, которого достигли сейчас благодаря ей. Ну, это да. Ну, и она еще это полностью искусственный интеллект. Да, она договаривается о концертах, считает вообще наши деньги, даже распределяет их между нами. То есть мы абсолютно и полностью ей доверяем. Делает нам даже какой-то план, там, если мы хотим купить оборудование, сколько нам... А мы же сейчас сходим на склад. Ну, она сейчас раньше вообще нет денег, что я несу.
Ну, это она тоже умеет. Ну, это, в общем, понятно, что, конечно, мы тут путаем все. Ну, когда мы только начали с ней работать, тогда еще деньги были. И она нам делала все планирование. Потом пришлось переписать программу. Ну да, ну тогда многим роботам вообще пришлось тяжело, потому что они были заточены под какие-то капиталистические истории, а потом бах, деньги отменили. И пришлось срочно искать тех, кто по доброй воле бы переписывал программы роботам, чтобы роботы могли чем-то тоже нормальным заниматься. Потому что, ну, я, например, живу вообще в лесу. Вот. И, ну, иногда там, не знаю, получаю сообщение от Белочки, то, что нужно выйти из леса. А я в соседнем лесу. Да. И, в общем, где-то посередине у нас звукозаписывающая студия. Ну, она еще очень хорошо вообще помогает мне с детьми. Я не знаю, что бы я без нее делала, потому что у меня 4. Ну, она находит для них занятия, какие-то группы, детские сады, ну, так, вначале теперь школы. Ну, просто незаменимый персонаж. Ну, у меня вот приют кошачий, например. Я продолжаю рисовать, хотя сейчас тоже такой атеизм, потому что искусство никто не покупает, потому что денег-то нет. Ну, нет, типа в хорошем смысле. И люди более утилитарно относятся к своему пространству, понимают, что это что-то временное, что после их смерти это все никому не нужно будет. Я рисую, вот у меня есть один холст, я на нем рисую, стираю, снова рисую. И это все остается только в документации, фотографиях. Бесконечное стирание. Ну да, у меня там попроще какие-то дела, может быть, а может посложнее, не знаю. Я, рисую, я сейчас не рисую, я занимаюсь в основном звуком. Но да, помогаю котикам и хозяевам, потому что у нас, там в нашем лесу и приютик для котяток, и там клиника еще. То есть мы как-то работаем с разными, не только, понятное дело, с котами, но с разными животными. В последнее время я заметила, что появилась какая-то странная тенденция. Не знаю, с чем это связано, как будто новая какая-то религия именно заказывает свой портрет перед смертью. Когда человек уже не верит фотоаппаратам, не верит этой технике, ему нужно, чтобы его или ее запечатлел именно другой человек. Вот ко мне что-то в последнее время много сыплется таких заказов. Я делаю это совершенно бесплатно, конечно. Потому что денег нет. Иногда грустно этим заниматься. Потому что знаешь, что вот через несколько дней этот человек умрет. Мне еще нравится коллекционировать всякие старые штуки. У нас как раз там, где студия, есть маленький такой отсек, где вот как раз мы храним жесткие диски, кассеты, какие-то дискеты. То, что вот использовалось там в звукозаписи там в разные года, и то, с чем мы работали.
Ну, это такой тоже атовизм, да, потому что к вещам сейчас, конечно, совсем по-другому относятся. Ну, в какой-то момент у нас же целый оркестр был, помнишь? Угу. Ну да. Когда мы собрали Марину с виолончелью, потом еще Дашу с аккордеоном. Кто еще там был? В общем, много-много разных людей. Ну да, человек 10. И второй альбом уже был оркестровый. Это было очень классно. Тогда уже появились на это деньги. Потом их не как-то воплощать свои мечты. Ну да, мы тогда писались уже в каком-то таком даже приличном месте. Но сводили все равно сами, конечно. Вот, но... Подпевай. Шепотом подпевать. Ну как я могу шепотом? Ну, как-нибудь. Вообще хит. А помнишь эту поговорку, которую мы придумали, когда землероки биты нашли? 1 бит, и у тебя хит.